Контакт с Инферно на начальном этапе лучше всего производить посредством специальных инструментов, которые каждый из вас должен иметь, чтобы обеспечить наилучшую связь. Необходимый минимум включает в себя алтарный столик, в случае отсутствия ритуал вызова производится на полу, ритуальная скатерть 100 на 100 см и более, чтобы можно было полностью накрыть рабочую поверхность стола или разместить все необходимое на полу, которую вы будете использовать исключительно с целью вызова. Атрибуты стихий, а там нож, желательно новый, с изогнутым лезвием. Череп. В идеале вам понадобится настоящий, человека, животного или птицы, или из натурального камня, например, хрустальный. Сигилы сущностей, с которыми вы собираетесь работать. В идеале 72 штуки, так как наладить контакт так или иначе нужно будет со всеми, но это можно делать постепенно. Четки из натурального камня. В идеале мариона или обсидиана, или из смолы, заряженной по принципу талисманов. Для ослабления призванной сущности и ограничения ее зоны влияния в физическом пространстве. Не лишними будут амулеты разных видов. Защитные амулеты, амулеты подавления, амулеты изменения пространства и другие. Но это уже на усмотрение самого призывателя, в зависимости от его опыта, умения и самонадеянности. Мел для начертания сдерживающих символов и печатей. Скатерть. Делается из прямоугольного отреза черной ткани подходящего размера. Как правило, это бархат или атлас. Затем рабочий контур замыкается путем прошивания по периметру узкой тесьмой того же цвета. При этом необходимо пришивать вручную, с каждым стежком закладывая в изделие идею, что это ваш рабочий инструмент, в пределах которого будет производиться контакт с сущностями иного измерения, а все предметы за его пределами не относятся к этой работе и являются всего лишь декорациями. Последнее очень важно. Особенно если у вас поблизости лежат фотографии близких людей, например. Думаю, не стоит дальше пояснять, почему. Атрибуты стихий. Земля. Кристалл натурального камня, в идеале марион или близкий ему раухтопаз. Воздух. Благовония, которые по вкусу конкретной сущности, с подставкой под них, чтобы не поджечь скатерть. Вода. Чаша. В идеале из натурального материала, металлическая, костяная, либо из камня, с водой. Огонь. Черные свечи. 2 штуки, скрученные между собой, с подсвечником. Стихия огня является главной в этом списке, так как именно она является выключателем магического контура. Во время скручивания в свечи закладывается энергоинформационная матрица с установкой, что во время зажжения свечи активируется весь крест стихий, открывающий рабочее пространство для входа в него сущности посредством притягивания ее к печати, а когда свечи догорят, контур разомкнется, и призванный демон отправится обратно. Таким образом, контакт будет ограничен временем горения свеч, но мы получим свернутое заклинание отзыва сущности обратно. Череп. Его будет необходимо подключить к каналу Берита или Ваалберита, владыки соглашений, демона, контролирующего все заключенные договоренности между представителями Инферно и человеком. Теоретически можно обойтись и без этого, но юридический контроль все же не помешает, если вы в ходе своих магических экспериментов вдруг наткнетесь на недобросовестного исполнителя или к вам вообще явится не тот, кого вы хотели призвать, что на первых порах может случаться не так уж редко. Подключение делается путем обращения к Бериту с просьбой прислать своего подчиненного, наделенного полномочиями контролировать исполнение соглашений, заключаемых между призывателем и инфернальными духами. Затем посланник приглашается в череп, который в дальнейшем будет служить его регулярной резиденцией во время проведения ритуалов. Сигилы. В
В классической демонологии сигилы изготавливаются путем отливки из металла с зарядкой по методу талисманов, но в реалиях нашего времени этот способ подходит далеко не каждому. Поэтому можно использовать круглый срез орехового дерева диаметром 6-7 см, чтобы в нем могли разместиться печать демона и его имя. На заготовку карандашом сперва наносится внешний круг, затем внутренний, между внешним и внутренним имя демона, в рамках внутреннего его печать. Вся работа, начиная от нанесения чернового изображения и заканчивая покраской, проделывается в состоянии медитации на саму печать. Важно поймать это состояние и удерживать его до завершения работы. Затем канцелярским ножом с предельной осторожностью вырезаете все детали, которые вы изобразили карандашом, в той же последовательности. Следующим шагом наносится грунтовка в виде тонкого слоя водостойкой белой краски, хорошо подойдет акрил. После высыхания еще несколько слоев до полного закрашивания заготовки. В процессе высыхания краски заготовку также стоит заряжать по методу зарядки талисманов на подключку к каналу конкретной сущности. Старайтесь наносить краску легкими движениями, чтобы не сильно забить вырезанные вами бороздки. Когда фон просохнет, тонкой кистью или иглой нанесите черную краску в борозды, чтобы заполнить их и прорисовать круги, имя и печать демона. Обычно процесс изготовления печати занимает дня 2-3, если у вас уже была сухая заготовка, а не свежеспиленная ветвь ореха, которую обязательно следует высушить и должным образом обработать перед началом работы. Это ваш основной инструмент для работы в этой области.